lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now aren't. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers. The few that are left will be more easily controllable. Некоторые из вас слышали эту запись разговора одного из сотрудников Зоны 51 с ведущим радио. Это один из 4 фактов, которые я собрал, свидетельствующих о нездоровой атмосфере вокруг военной базы. В этом выпуске я не буду говорить о ней общие слова, а покажу самые топовые главы из жизни этой зоны мистики и загадок. Первая глава – это Роберт Лазар. В 1989 году он поведал, что его как опытного физика-ядерщика направили на особо охраняемый объект, имеющий несколько подземных уровней. Этот человек заявил, что работал над внеземными технологиями. Лазар сообщал о разбитых инопланетных кораблях на территории базы, даже говорил о самих пришельцах. Он утверждал, что в марте 1989 года увидел серокожего карлика с огромной головой, который о чем-то беседовал с работником базы. По словам Лазара, он рассказал обо всем жене, а также близким друзьям. Все вместе они предприняли поездку по дороге, которая ведет в горы, примыкающие к зоне 51. Лазар знал расписание ночных полетов НЛО, и его друзья сумели убедиться, что он не врет. На их глазах ярко освещенный диск поднялся над высохшим озером, повисел в воздухе и плавно опустился обратно. Затем компания попыталась проникнуть на саму базу, я не понимаю, правда, зачем, но была остановлена по дороге, после чего всех арестовали. После Лазара перевели на другую базу, где сообщили о немедленном увольнении и предупредили, что он никогда больше не должен приближаться к зоне 51, иначе будет арестован по обвинению в шпионаже. Долгое время он был в информационном поле, его много раз проверяли, что он действительно работал на какой-то военной базе, но по нему в списке было несколько объектов, однако зона 51 не фигурировала. И вот в 2005 году любители доказали, что он сфабриковал свою работу на военной базе, а также всю биографию. Ну и как итог, все, что он наговорил, не является правдой. Однако в то время, когда Лазар появился, и весь тот период, что его слова воспринимались как правда, ход мистификации зоны 51 уже был запущен. Какими бы ложными не были слухи об инопланетных технологиях и пришельцах на базе, связь военной базы с пришельцами была закреплена в общественном сознании и поп-культуре. Следующее громкое упоминание о зоне 51 – это телефонный звонок в студию ток-шоу в 1997 году. Некий гражданин сделал звонок в студию радио-ток-шоу Арт Белла. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military. I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now aren't. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the
the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... Во время разговора в студии само радио стало недоступным. Об этом ведущий узнал уже после того, как неизвестный сбросил звонок, и уже другой человек, дозвонившись, сказал, что их радио перестало вещать. Через пару дней, когда журналисты брали интервью у Арт Белла, они приводили его цитату. «Я не знаю, как вы, но я кирпичей наложил изрядно. Я верю в эту историю, так же, как и в инопланетян и в заговоры правительства. Наверное, я идиот». Через пару дней звонивший, или кто-то похожий, позвонил на последующее шоу Белла и признал, что это был тщательно продуманный розыгрыш, который обманул многих. Но Белл сказал, что голос этого звонившего не похож на того, кто звонил первый раз. От себя добавлю, что если это и был розыгрыш, то этот актер и явно заслуживает Оскар. На очереди 2014 год. Бойд Бушман. В сети была опубликована предсмертная исповедь о времени, когда он работал на военной базе. В самом начале он представился и рассказал о своих достижениях, в том числе и о патентах. Вся эта информация была проверена и соответствует действительности, даже количеству патентов. Он рассказал об инопланетянах, уже давно прибывших на Землю и вступивших в контакт с нашей цивилизацией, и заявил, что он их видел в зоне 51. Взгляните на некоторые фрагменты из его интервью. Всего за один раз я снял 3 НЛО. И это правда. Кроме всех прочих, у них есть еще приборы, аналогичные тем, которые пользуются пилоты. Вот то, что видит их пилот, чтобы понять, как полететь в зону 51 и приземлиться. Далее они летят, спускаются вниз по шахте. У них нет конкретно чего-нибудь подобного. Они поднимаются в воздух вертикально вверх и перемещаются чрезвычайно быстро. Их планета, кажется, квинтовая. Она находится на расстоянии 68 световых лет от нас. Когда я спросил их, как они преодолевают это расстояние, а это должно быть порядка 68 тысяч лет, они ответили, что преодолевают его за 45 минут. Тогда я попросил их сфотографировать планеты из космоса, когда они будут возвращаться. Они выполнили мою просьбу. Вот так выглядит Юпитер, Сатурн и Марс с борта НЛО. Их рост составляет примерно 4,5-5 футов. Это 140-150 сантиметров в метрической системе. У них был 1 или 2 пилота, возрастом 230 лет. Всего, по словам Теллера, на наших полигонах работают по меньшей мере 18 этих существ. Их глаза, нос отличаются от наших. Но у них по 5 пальцев на руках, 5 на ногах, 2 глаза. Гораздо удивительнее это то, как они общаются. Мне сказали что-то вроде: вы слышите ответ на свой вопрос прямо у себя в голове. Вы входите в комнату с одним из них и внезапно обнаруживаете, что получаете ответ своим же голосом. Они выглядят вот так. Не очень похожи на вас и меня. Вид сверху. Это энергетическое ядро из палладия в середине корабля.
В своем видео Бушман заявил, что антигравитация сделана и испытана на военной базе и стала одной из нескольких работающих технологий, которые ныне скрывает правительство. Наделавшая шумихи видеозапись сделана была незадолго до смерти 78-летнего ученого. Бушман утверждал, что работники базы работают на пришельцев в 3 смены, и что есть для инопланетян специальный коридор из их галактики в пустыню Невады прямо в зону 51. Конечно, насмешки и критика появились сразу. Много людей сказали, что фото, которое показывал Бушман, это куклы инопланетян, которые можно купить в магазине. Однако были найдены результаты в каком-то из институтов, где в 2008 году он проходил тест на детекторе лжи. Там он утверждал, что работал над антигравитационными проектами и внеземными технологиями. Результат этого теста был положительный. На лжи его тогда не поймали. Большинство видеозапись называют бредом выжившего из ума старика, но никто внятно не может объяснить, что могло подтолкнуть ученого такого уровня начать придумывать сказки перед самой смертью. Что же по зоне 51 в итоге? Наблюдения странных объектов на базе продолжаются. Люди еще умудряются заснять, как туда что-то прилетает или улетает оттуда. Можем ли мы утверждать, что все, что говорят про зону 51, правда? Нет. Получается, в ответах больше нет, чем да. Скорее всего, на базе проходят испытания новейших типов летательных аппаратов, и все эти работы засекречены. Поэтому так все туманно и неоднозначно. А как вы думаете? Но какими бы ответы ни были, дает ли это право утверждать, что НЛО не существует? Что-то точно есть. Слишком много уже собранных материалов и свидетельств со всей планеты. Уверен, что мы с вами движемся в правильном направлении. Не забудь подписаться. Дальше еще интереснее.